Как выглядит правильный обед? Многим очень понравился ролик про завтрак, более 2 миллионов просмотров, и многие попросили рассказать про обед и ужин. Ну что ж, давайте в этом ролике поговорим про обед. Когда лучше обедать, что употреблять на обед, а что лучше не есть. Про все это вы узнаете в этом ролике. Давайте начнем с того, вообще важен ли обед. Я говорил, что завтрак – это главный прием пищи. Для тех, кто не смотрел тот ролик, я вкратце напомню. Я всегда рекомендую питаться 3 раза в день. Завтрак, с точки зрения тибетской медицины, утро – это время ветра, когда мы должны обязательно есть что-то, и здесь мы можем употреблять все продукты, начиная от углеводов, жиров и белков. Обед должен быть с 12 до 2, а ужин – это время слизи, когда нельзя употреблять никакие виды углеводов, потому что чувствительность к инсулину находится на самом низком уровне. Итак, я уже сказал, что обед должен быть с 12 до 2 в идеале. Почему? Потому что это время желчи. Время, когда наши пищеварительные соки находятся в наиболее активном состоянии и когда мы можем переварить тяжело усваиваемую пищу, то есть животные белки и жиры. А эта пища необходима, особенно нам, живущим в резкоконтинентальном климате, для того, чтобы накопить энергию огня, для того, чтобы чувствовать себя бодрее, энергичнее, несмотря на то, что у нас световой день короткий и мало солнца. И эта энергия тепла, которая выделяется в результате расщепления белков, жиров, она включает и поддерживает наши внутренние обогреватели. В тибетской медицине есть целый ряд заболеваний, которые называются болезнями холода. Вот если человек все время одевается не по погоде, мерзнет и накапливает холод, то возникают такие заболевания. Или когда человек, живя в холодном климате и не ест продукты, которые дают ему тепло, то есть горячее свойство продукта, это жиры и белки, то тоже у него могут возникать внутренний холод и образовываться болезни холода. Ну и, конечно, третий бывает психоэмоциональный холод, когда мы все время находимся в эмоциональном напряжении и постоянно накапливаем в себе негативную энергию. А можно ли обойтись без обеда? Я считаю, что нельзя. Один самый весомый аргумент я скажу. Если мы не обедаем, у нас от завтрака до ужина проходит много времени без еды. Когда мы 5 часов, 6 и более 6 часов ничего не едим, у нас возникает колебание уровня сахара. А колебание уровня сахара очень сильно влияет на инсулин. Уровень инсулина влияет на аппетит. То есть вы можете долго не есть, более 6 часов, а потом вы переедаете. Кто не обедает, тот хорошо ужинает. И, скорее всего, переедает за ужином. И второй, на самом деле, есть момент. Мы должны провоцировать отток желчи. А животные жиры и белки, они провоцируют отток желчи. В ролике про завтрак я говорил, что наша печень в течение суток вырабатывает 600 мл желчи. Мы должны как минимум 3 раза в день создавать условия для оттока желчи. Иначе у нас возникнут проблемы с желчью, желчекаменной болезнью и так далее. Вы можете про это посмотреть в ролике про желчь. Что стоит есть на обед? Как я уже говорил, на обед нужно есть все продукты тяжело усваиваемые. Это животные белки, жиры. Давайте здесь немножко я вам объясню. Главный продукт обеда, говорится, что должны быть белки. Но не забывайте об овощах. Должен быть за обедом обязательно салат овощной. Это может быть квашеная капуста, это может быть зимой там морковь, свекла. Или летом в сезон овощей это может быть зелень, листовые овощи, капуста. Какой салат вы любите, такой и салат. Грамм 200-300 можно съесть за обедом. Плюс к салату должны быть белки, мясо, рыба, морепродукты. И насчет гарнира. Очень важный момент. Если вы склонны к набору веса или хотите похудеть, если у вас есть высокие уровни липопротеинов низкой плотности или дислипидемия, тогда вам ни в коем случае нельзя есть животные белки с жирами плюс углеводы. Это приведет к увеличению общей калорийности вашего обеда, и все, что вы не сожгете за день, будет откладываться в виде жиров и будет повышать итого повышенный холестерин, или будете толстеть. Например, цельнозерновую перловку нельзя есть с жареным мясом, с бараниной. Но если вы занимаетесь активно спортом, и у вас большая затрата калорий, и вам нужно эти затраты восполнить, лучше, конечно, это сделать за завтраком и обедом, чем за ужином. Поэтому таким людям можно эти продукты совмещать. А тем, кому нельзя, вы можете есть большую тарелку салата, плюс либо цельнозерновые крупы, овсянку, чечевицу и так далее, либо кусочек мяса или рыбы или морепродукты. Разделить без гарнира. А тем, кто не представляет свою жизнь без супов, я хочу сказать, что вы можете есть за обедом либо супы,
либо второе. Нужно выбирать. Это, возможно, вас сейчас возмутит, но я хочу сказать, мы должны всегда иметь в виду общую калорийность нашего обеда. Если вы съедите 200 грамм салата плюс суп еще второй, это по калориям будет намного больше, чем вам нужно. И в результате хороший завтрак, плотный обед, нормальный ужин приведет к тому, что калорийность дневная будет очень высокая. И здесь вы должны помнить о том, что бы мы ни ели, вне зависимости от полезности и качества продуктов, на первое место всегда встает колораж, то есть энергетический баланс. Если мы будем есть больше, чем мы тратим, то от того, что мы выбираем какие-то продукты, то никакого эффекта от этого и пользы не будет. Для вегетарианцев хочу отдельно сказать, вижу уже комментарии, что мы не едим животные белки, жиры и тому подобное. Я хочу вам отдельно сказать, что вы можете вместо животных белков употреблять растительные белки. Чечевица – очень хороший продукт, который содержит множество аминокислот, практически все, кроме одной аминокислоты, все есть. Овсянка, соевые продукты, тофу. Все это вы можете употреблять вместо животных белков. И у вас тоже, как и у невегетарианцев, в это время активная желчь и активный пищеварительный огонь. И когда я говорю про завтрак, обед и ужин, я всегда ваше внимание акцентирую на том, чтобы было достаточно клетчатки. Поэтому вот 200-300 грамм салата и свежих овощей или квашеной капусты очень важно за обедом. И это и будет источником клетчатки. А тем людям, кто вместо мяса или рыбы ест цельнозерновые крупы, то тоже у них и в крупах много клетчатки. Это очень полезно для здоровья, это полезно для микрофлоры нашего кишечника. Клетчатка является питанием для бактерий нашего кишечника. Что не стоит есть на обед? Быстрые углеводы, сладости, кондитерские изделия, десерт. Вот что ни в коем случае нельзя есть на обед. Почему не стоит есть? Потому что во время обеда чувствительность к инсулину снижается. И если мы будем есть сладости за обедом, то организму придется вырабатывать больше инсулина, чтобы инактивировать те углеводы, которые мы съедаем. Это первое. И второе. Все сладости очень сильно повышают калорийность обеда. Даже незначительный кусочек сладости может повысить намного калорийность. И вы не успеете за остаток дня все это сжечь. Если вы не смотрели ролик про завтрак, обязательно посмотрите.